Всем привет, друзья! Это специальный выпуск о Первой Республике Армения, в который вошли первая и вторая части. На сайте, ссылка в описании, вы можете найти все видео по этой теме, а также краткие исторические статьи, пересказывающие содержание роликов в текстовом формате. В первой части мы поговорим о Закавказской Демократической Федеративной Республике, разберем, какую роль играли в ней армяне и как завершилась ее история. Во второй обсудим героическую оборону армян в мае 1918 года, какую роль сыграли бои при Сардарапате, Башапаране и Каракелисе в спасении армянского народа и формировании Первой Республики Армения. Если вам нравится проект, поддержите его лайком и подпиской. А также можете помочь материально через Boosty для стран СНГ, через Patreon для международной аудитории или одноразовым донатом через Donation Alerts. Приятного просмотра! В 1914 году началась Первая мировая война, в которой Россия выступила на стороне Антанты. Позже Османская империя объявила войну России, что привело к открытию нового фронта – Кавказского. Русская армия при поддержке армянских частей заняла крупные города Эрзурум, Трабзон и Ван. Однако революция в России и распад русской армии оставила Закавказье 1 на 1 с Османской империей. Российский политик Павел Милюков описал события 1917-18 годов за Кавказскими горами как балканизацию Закавказья. Эта территория, ранее единая часть Российской империи, сначала отделилась от России, а затем распалась на враждующие районы. Отделение от России происходило с ноября 1917 года по апрель 1918 года. Затем последовало разделение Закавказья. Армяне неохотно приняли эти шаги. Под угрозой турецкого наступления Закавказье было вынуждено объявить независимость и направить делегацию в Батум, стремясь заключить мир с Османской империей. Но не все так просто. 14 апреля возобновились боевые действия. Линия фронта изменилась. Если в феврале она проходила от Трапезунда до Эрзинджана и Вана, то сейчас турецкая армия теснит наспех сформированные армянские и грузинские части. Кавказская армия направила грузинские войска генерала Габаева, чтобы воспрепятствовать вторжению турок в Батум, и приказала корпусу Назарбекяна удерживать позиции Энгиджа, Новоселим, Текнис к западу от Карса. 6 тысяч армян обороняли эту линию и крепость Карс под командованием генерала Деева, который имел почти 1000 пушек и тяжелую артиллерию. Вихиб Паша перевел штаб 3-й армии в Трапезунд и развернул 37-ю дивизию 2-го корпуса против Батума, а также направил до 15 тысяч солдат из других дивизий против армянских позиций под Карсом. Энвер Паша усилил 3-ю армию подразделениями с других фронтов. Так как поступали сообщения о приближении османов к столице Закавказья, многие армяне, в том числе беженцы, бежали на Северный Кавказ, в то время как другие готовились эвакуироваться. Спокойное поведение грузин контрастировало с беспокойством армян. Зураб Авалов, вернувшийся в апреле 1918 года, отмечал: «Армяне Тифлиса опасались прихода турок. Многие уходили на север, и мы встречались с ними на военно-грузинской дороге. Несмотря на это, в Тифлисе оставались спокойствие и радость». Грузинские политики призывали к единству против захватчиков, но многие разделяли взгляды Чхенкеля, предпочитая уступки для мира. Энтузиазм партии войны угас вечером 14 апреля, когда турки взяли Батум и захватили 3000 грузинских военнослужащих и 600 офицеров. Ситуация в Закавказье осложнилась из-за нелояльности мусульманского населения. Тысячи грузинских мусульман в Аджарии сотрудничали с турками. После их входа в Батум религиозная принадлежность играла более важную роль, чем национальная. В течение недели после падения Батума мусульмане в Азургенском и Абастуманском районах атаковали грузинских защитников и поддерживали турков. За исключением небольшой победы на реке Чолок, грузины отступали от Батума через Кутаис к Боржоме, который вел в Тифлис. Неблагоприятная ситуация вынудила меньшевиков изменить стратегию. 20 апреля конференция, на которой доминировала Жордания, отклонила предложение провозгласить независимость и назначить Чхенкеля премьером Закавказья. Однако 21 апреля Жордания согласился с отделением Закавказья от
от России и созданием Кабинета мира. Кандидатура Чхенкеля была утверждена, и 22 апреля решение было принято. На Карском фронте продолжались стычки. Генералы Лебединский, Назарбекян и Деев осмотрели поле боя и уверились, что крепость Карс может выдержать штурм несколько месяцев. Инспекция завершилась 19 апреля, когда турки оттеснили армян к Бегле-Ахмеду. Однако командование армянского корпуса верило в возможность удержания Карса, в то время как грузины сдали Батум. Назарбекян был решительно настроен защищать Карс. 20 и 21 апреля Назарбекян и его штаб участвовали в конференции армянских лидеров в Александрополе. Это было значительное собрание с участием бюро Даштак-Тютюн и других политиков. Главным вопросом было принять Брестское соглашение с потерей Карса или продолжить войну. Качезнуни призвал к миру, но большинство военных и гражданских лидеров отвергнули этот подход, решив активно защищаться. Это решение было передано в Тифлис в честь участников дискуссии. В Тифлисе настроение резко отличалось от атмосферы в Александрополе. Грузинские меньшевики пришли к выводу, что переговоры необходимо возобновить. После захвата турками Батумской области сопротивляться казалось бессмысленным. Чхенкеле предвидел необходимость переговоров и договорился с Рауфбеем перед отъездом из Трапезунда. Вернувшись в Тифлис, он продолжал переписку с Вихип-Пашой, который подтвердил, что переговоры могут начаться после прекращения враждебных действий и выхода из Карса, Ардагана и Батума. Чхенкеле оказался самым реалистичным политиком Закавказья. Он понимал политические реалии и был готов подчиниться требованиям времени. В отличие от теоретиков, таких как Жордания или Церетели, Чхенкеле стал самым эффективным грузинским лидером 1918 года. Политика провозглашения независимости была окончательно принята Сеймом 22 апреля. На историческом заседании Даштак-Тютюн столкнулась с двумя вариантами. Она могла остаться верной ориентации на Россию и продолжить войну в одиночку, или смириться с реальностью и принять требования Османской империи о создании независимого Закавказья, как предусмотрено в Брестском соглашении. Несмотря на привлекательность второго варианта, армяне не могли противостоять туркам и не могли позволить себе разделить судьбу с другими народами Закавказья. Единственный шанс для выживания армян заключался в совместной политике с грузинами и мусульманами. Хотя армяне поддержали эту стратегию, их недовольство было очевидно. Грузинские меньшевики, поддержавшие декларацию, также не были довольны. Вместо ярких выступлений на сцену вышли второстепенные политики, предлагающие противоречивые оправдания. Выступления Ониашвили и Арсенидзе контрастировали с молчанием Цартели и Жордания. Меньшевики осудили Россию за предательство и заявили о необходимости независимости Закавказья для защиты от раздела иностранных держав. Самым ярким оратором был Лев Туманов, представлявший социал-революционеров. Он разоблачал лицемерие меньшевиков, заявив, что вопрос о независимости был поднят в интересах турецкого империализма. Туманов утверждал, что самоопределение – благородная концепция, но референдум был бы наиболее естественным способом определения воли народа, хотя результат был предсказуем. Высмеивая заявление Расулзаде, он заявил, что страх, а не совесть, подталкивал Сейм к решению. Туманов считал, что ориентация на Россию была бы революционной позицией, а независимость приведет к порабощению Турции. Иван Лорд Кипанидзе, представлявший грузинских социал-революционеров, не согласился с Тумановым. Он утверждал, что Закавказье, не получив поддержки от России, должно было стать суверенным государством, вести переговоры с центральными державами и иметь право побежденной нации. После выступления остальных фракций Даштак-Тютюн нарушил молчание, а Ванес Качезнуни заявил, что его партия осознает ответственность и согласна провозгласить отдельное правительство. Спикер предложил провозгласить Закавказье независимой федеративной республикой, и большинство проголосовало за. Однако события следующего месяца показали, что Закавказье не стало ни независимым, ни демократичным государством. На заседании 22 апреля Чхенкеле сообщил о трапезунских переговорах, объяснив, что отказ мусульман Закавказья воевать против Турции следует рассматривать объективно, как и невозможность христиан повернуть оружие против России. Сейм поручил продолжить мирные переговоры, а для этого нужно было заменить военный кабинет на Кабинет мира, возглавить который должен был Чхенкеле. С 23 по 26 апреля, пока кабинет не был утвержден, в Закавказье не было официального правительства. Чхенкеле, став премьером,
взял на себя функции главы государства и министра иностранных дел, приказав армянским войскам прекратить боевые действия и сдать Карс без боя. Это решение было скрыто от дашнаков и армянских лидеров. Когда оно стало известно, оно вызвало бурные споры, и Чхенкеля обвинили в предательстве. Однако его действия можно оправдать следующими причинами. Первое. Он был обязан возглавить государство, поскольку другого органа власти не было. Второе. Сейм поручил возобновить мирные переговоры, готовясь к обороне. Третье. Переговоры означали признание границ, определенных Брест-Литовским договором. Четвертое. Армяне признали неизбежность отказа от Карса и других территорий за пределами границ 1877 года. Противники действий Чхенкели могут привести более высокие доводы против эвакуации из Карса, чем против законности приказа о выводе войск. Хотя директива 24 апреля могла быть технически незаконной, через 2 дня, когда Чхенкели был официально утвержден, она уже не была таковой. Чтобы понять дальнейшие события, важно обратить внимание на детали капитуляции Карса. 23 апреля, вскоре после провозглашения независимости Закавказья, Чхенкели направил послание Вихип-Паше, согласившись с условием Брест-Литовского договора. Он предложил провести переговоры в Батуми, чтобы быть ближе к Тифлису. Чхенкели приказал прекратить огонь и направил генералам Лебединскому, Назарбекяну и Габаеву указание приостановить военные действия. Приказ был передан армянским командирам, но связь с Тифлисом была прервана. К 16:00, когда Деев получил директиву, армянские войска, сохранявшие высокий боевой дух, были деморализованы приказом о прекращении огня. Туркам было приказано наступать, в то время как армии Закавказья было запрещено открывать огонь. На следующее утро Карабекир объявил о временном прекращении огня для переговоров и приказал отступить на 2 километра от Карса. Вихип также подтвердил эти условия и пообещал остановить наступление на границе 1877 года, что позволило бы эвакуировать Карс. 24 апреля турецкие войска приблизились к стенам крепости, и Деев, не получивший инструкции из Тифлиса, обстрелял их, несмотря на предупреждение Карабекира. В то же время первая дивизия Теракопяна отбила нападение турок у Мазры. Позже того же дня новый исполняющий обязанности военного министра Григорий Георгадзе сообщил защитникам, что Чхенкели согласился на все турецкие условия. Назарбекяну сообщили о недоразумении по поводу расположения войск и приказали отступить на 2 километра от Карса, что неизбежно привело бы к его падению. Не зная развития событий, Чхенкели телеграфировал Вихибу, объяснив недавние атаки Турции и заверив, что все условия будут выполнены. Он попросил месяц для завершения эвакуации из Карса. Не дождавшись ответа, Чхенкели поручил Назарбекяну связаться с турецким командиром. Эта весть вызвала панику среди закавказских войск и населения Карса, напоминая эвакуацию Вана и других городов. Полковник Морель снова направился в лагерь Карабекира, но его попытки добиться лучших условий для эвакуации не увенчались успехом. Турки потребовали: Первое. Зачистка фортов на левом берегу реки Карс к полудню по константинопольскому времени 25 апреля. Второе. Эвакуация оставшихся фортов и города к вечеру 25 апреля. Третье. Вывод всех вооруженных сил с Закавказья за реку Арпачай, граница Бреста, к 28 апреля. Морель попросил дополнительные дни для упорядоченной эвакуации, но Карабекир отклонил просьбу. Узнав о новых инструкциях тифлисского правительства, Морель согласился на условия турок. Ситуация, когда Чхенкели был в Тифлисе, Вихиб в Батуми, Назарбекян в Александрополе, Деев в Карсе, Морель и Карабекир в турецкой штаб-квартире, достигла пика 25 апреля. Вихиб, вероятно, нашел последнее сообщение Чхенкели забавным, поскольку оно содержало следующие просьбы. Первое. Вывести турецкие войска с оккупированных территорий в Кутаисской и Тифлисской губерниях одновременно с освобождением Карса закавказскими войсками. Второе. Дайте как минимум 7 дней на эвакуацию из области Карс. Третье. Дайте 2-3 дня на то, чтобы очистить саму крепость. Четвертое. Предоставьте 1 полный месяц на переброску военных материалов из Карса за новые границы. Пятое. Согласитесь на вывод всех правительственных, железнодорожных, санитарных и инженерных средств снабжения. Шестое. Разрешите Закавказью контролировать железную дорогу до Александрополя на время эвакуации. К
тому времени, когда Вихип получил запрос, дороги на Александрополь были забиты беженцами. Армянские войска дезорганизованы, а Карс горел. Вечером 25 апреля в город вошли турецкие войска, а на следующий день Карс был сдан. Надежды Чхенкеля на сохранение материалов и припасов развеяны. Вихип сообщил, что турецкие войска были обстреляны при подходе к Карсу и, опасаясь за безопасность мусульман, двинулись в город. Соглашение об эвакуации материалов было аннулировано, и захваченные запасы стали добычей османов. Беженцы из Карской области переправлялись через Арпачай в Ереванскую губернию. Однако атака противника произошла не под Александрополе, а в Сурмалу. Чхенкеле пожаловался Вихибу, но тот заявил, что действия турок были спровоцированы армянами и обещал соблюдать границу, что не было выполнено. Падение Карса потрясло армянскую общину. Беженцы и дезорганизованные войска хлынули в Ереван, вызывая хаос, голод и болезни. Арам и Дро пытались восстановить порядок, казнив дезертиров, но ситуация оставалась критической. В Тифлисе армянские толпы осуждали правительство. Два армянских делегата в Трапезунде, Качазнуни и Хатисян, были в неведении о происходящем до вечера 24 апреля, когда выяснилось, что Карс потерян. Новость о ситуации в Карсе распространилась быстро. Грузинские меньшевики были обвинены в предательстве, а Качазнуни, Аветик Саакян заявили, что больше не могут работать с Чхенкеле. Даштактютюн потребовала его отставки, что вызвало кризис, угрожавший распадом Закавказской республики. Лидеры меньшевиков провели срочные консультации с дашнаками, включая Качазнуни и Хатисяна, выразив возмущение действиям Чхенкеле, но заявив, что армяне должны оставаться в правительстве. Когда Даштактютюн отклонил предложение о сотрудничестве, меньшевики предложили отстранить Чхенкеле, если новым премьером станет армянин, предпочтительно Качазнуни. Это создаст дилемму: если Качазнуни станет премьером, татары выйдут из федерации, что приведет к наступлению турок. После напряженных переговоров Даштактютюн неохотно согласилась участвовать в новом правительстве, но лидеры партии полностью осознавали последствия того, что кабинет возглавит армянин. У них не было иного выбора, кроме как продолжать, понимая, что сотрудничество, даже в таких условиях, имеет важное значение для выживания республики. Экономические и политические факторы определили политику кайзера Вильгельма в Закавказье. После 3 лет войны ресурсы Германии истощились, а Кавказ стал важным источником сырья. Людендорф и Гинденбург подчеркивали значимость Германии от нефти, меди и хлопка региона. Людендорф оправдывал стремление к контролю над частью Закавказья, заявив: «Мы получили возможность получить доступ к кавказскому сырью независимо от Турции и получить влияние на эксплуатацию железной дороги, ведущей в Тифлис. Это имело решающее значение для ведения войны в Северной Персии, и под руководством Германии операция была бы гораздо более эффективной, чем если бы она проводилась при содействии Турции». Экономические факторы повлияли на отношение Германии с советским правительством. Велись секретные переговоры об регулировании на Кавказе. Германия давила на Советскую Россию, чтобы та признала отдельность Закавказья, в то время как Совнарком стремился сохранить контроль над Баку. Полное соглашение было достигнуто в конце августа 1918 года, но условия были согласованы к лету. Германия позволяла Советской России сохранить Баку в обмен на долю нефти и контроль над частью западного Закавказья. Турецкая оккупация Баку могла бы нарушить Брест-Литовский мир, чего Германия хотела бы избежать. Если бы Россия признала интересы Германии в Западном Закавказье, Совнаркому пришлось бы согласиться на независимое правительство Тифлиса. После приезда в Москву фон Мирбах предложил посредничество. Несмотря на протесты Чичерина, он согласился на посредничество Германии, и 22 мая фон Мирбах сообщил, что на переговорах будет присутствовать представитель правительства Чхенкеле Мачабели. Место переговоров – Киев, где уже шли обсуждения между Украиной, Россией и Германией. Чичерин подтвердил согласие, но подчеркнул, что участие Советского Союза не равносильно признанию Закавказья. Неясно, привели бы переговоры к соглашению, поскольку через 3 дня так называемого Закавказского правительства прекратило свое существование. Напряженные отношения Германии и Турции не остались незамеченными для представителей Закавказья в Батуми. Понимая, что Германия пытается ограничить действия Турции, Чхенкеле настаивал на участии всех центральных держав в переговорах. Качазнуни и Хатисян
обратились за помощью к фон Лосову, но тот признал ограниченность своих возможностей. Когда турки потребовали контроль над железной дорогой в Джульфу, он посоветовал армянам подчиниться и пообещал сообщить правительству о нарушениях Брест-Литовского мира. 20 мая Армянский национальный совет направил делегацию Саганджаняном и Заграбяном для переговоров с фон Лосовым. Они заявили о намерении Турции захватить Армению и вокруг Еревана. После чего фон Лосов передал просьбу Германии о защите послу Бернсторфу и в Министерство иностранных дел в Берлине. Батумская конференция зашла в тупик. Халил настаивал на принятии проекта договора от 11 мая, в то время как Чхенкеле требовал, чтобы Брест-Литовский мир стал основой для дальнейших переговоров. 19 мая фон Лосов предложил посредничество, что, казалось, могло привести к миру. Однако заседание было омрачено разногласиями и обвинениями. Армяне требовали принятия предложения немедленно, настаивали на консультациях с Халилем. Хатисян возражал, утверждая, что Закавказье может действовать без согласования с противником. В ходе дебатов Гаджинский потребовал ясности в отношении секретных действий Чхенкеле, а Расул-Заде заявил, что его держали в неведении. Обсуждение затянулось, но в конце концов было принято решение согласиться на посредничество Германии. Азербайджанские делегаты информировали турок о ходе конференции, что подчеркивало их тесные связи с врагом, несмотря на принадлежность к Закавказью. Гаджинский и Расул-Заде не были единственными мусульманами, которые переговаривали с Халильбеем. Из разных районов Кавказа прибывали делегации, предупреждавшие о возможной гибели мусульман Закавказья и призывающие Турцию к помощи. Используя принцип самоопределения, тюркские народы просили Османскую империю вмешаться. Некоторые даже требовали присоединения к ней. Эти просьбы усилили уверенность Энвера Паши в благоприятной возможности для Турции. Через 3 дня после предложения фон Лосова Джемаль Паша прибыл в Батум и встретился с делегациями. Он поддержал грузин и татар, но критиковал армян за их вражду с турками, обвиняя армянских партизан в убийствах мусульман. 2 дня спустя фон Лосов сообщил, что Халил отказался от посредничества, вероятно, под влиянием Джемаля, что совпало с интересами Турции, стремившейся быстро завершить конференцию. 25 мая Чхенкеле получил от фон Лосова официальное сообщение, которое потрясло делегацию. У меня есть информация о распаде Закавказской республики. Поскольку у меня нет инструкций продолжать переговоры после этого, я должен проконсультироваться с немецкими властями и получить новые указания. Я уезжаю из Батума на немецком пароходе Минна Хорн. Фон Лосов знал о происходящем в Тифлисе больше, чем многие из делегаций. Только грузины знали, куда направляется корабль. Полное значение немецкой ноты стало яснее, когда 26 мая Халил Бей внезапно прервал неофициальные переговоры. В своем ультиматуме Чхенкеле Халил выразил сожаление по поводу того, что после более чем 2-недельных переговоров соглашения достигнуто не было. Он предложил: Сотни тысяч турок и мусульман в Баку и его окрестностях страдают под кровавым игом бессердечных бандитов, так называемых революционеров, и трагическая участь, угрожающая этим несчастным людям, становится все более неизбежной. Аналогичным образом мусульмане по всему остальному Кавказу подвергаются невообразимым преступлениям. Ни одно правительство не может оставаться равнодушным к этим зверствам, особенно когда они затрагивают родственные по расе и религии народы в соседних странах. И исходя из этих соображений, а также стратегической необходимости использования закавказских железных дорог, Османская империя теперь требует окончательного ответа относительно условий от 11 мая и нового предложения по исправлению границ. Безоговорочное принятие в течение 72 часов гарантирует мирное урегулирование. Тем временем удовлетворительные отношения будут поддерживаться только в том случае, если военная активность Турции на Южном Кавказе не встретит сопротивления. Исправление границ, о котором упоминал Халил, потребовало бы еще больше территории, включая дополнительные районы Александропольского и Эчмиадинского уездов, почти половину Ереванского и Шарури-Дарья-Ладьяского уездов, и за исключением небольшого района вокруг Ардубада, весь Нахичеванский уезд. С этим ультиматумом в руках делегаты от Закавказья готовились к отъезду в Тифлис.
В этот критичный период делегаты от каждой национальности были в первую очередь озабочены выживанием своего народа. Для татар это означало тесное сотрудничество с османами и поддержку дальнейшего турецкого наступления. Для армян ситуация была тяжелой, поскольку гибель казалась неизбежной. Единственная надежда на спасение заключалась в сомнительной способности Германии сдержать своего турецкого союзника. Германия также стала решающим фактором в усилиях грузин сохранить свои позиции. Однако для этого потребовалось бы разорвать связи с армянами, поскольку было ясно, что Армения обречена, и Грузия не могла бы позволить себе погибнуть вместе с ними. Следовательно, Грузии стало необходимо заручиться защитой Германии и отделиться от распадающейся Закавказской Федерации. К тому времени, когда фон Лосов покинул Батум в ночь на 25 мая, грузины сделали первый шаг, а к тому времени, когда турецкий ультиматум был предъявлен, на следующий вечер второй шаг уже был сделан. К 1918 году германо-грузинские отношения стали прочными. Хотя грузинское добровольческое подразделение, служившее центральным державам в первые годы войны, было расформировано, группа грузинских интеллектуалов в Берлине продолжала лоббировать восстановление независимости Грузии. Людендорф отметил: В 1915 и 1916 годах в Армении мы использовали грузинских нерегулярных солдат, хотя и безуспешно. Благодаря этому мы установили контакты с влиятельными грузинами. Я приветствовал эти отношения, как и обращение Грузии за защитой от Германской империи. Когда в середине мая фон Мирбах предложил посредничество между Совнаркомом и правительством Чхенкеля, князь Георгий Мачабели, член группы грузинских эмигрантов в Берлине, был определен в качестве представителя Закавказья. Взаимная выгода от грузино-немецкого взаимопонимания стала очевидной. 14 мая, через 3 дня после первого заседания Батумской конференции, Национальный совет Грузии уполномочил Жорданию возглавить специальную миссию для переговоров с фон Лосовым. Германия следовало попросить распространить защиту на Грузию, направить вооруженные силы на Кавказ, освободить, вооружить и репатриировать грузинских солдат, попавших в плен в составе российской царской армии, и оказать дипломатическую поддержку Грузии. Батум стал центром секретной деятельности. Чхенкеле также провел частые переговоры с фон Лосовым и поручил грузинскому советнику Зурабу Авалову совместно с фон Визендонком разработать несколько соглашений. Дневник Авалова содержит отчет об этой тайной дипломатии, о том, как под бдительным присмотром представителей Османской империи и негрузинского Закавказья в Батуме были приняты необходимые меры. По словам Авалова, Жордания вернулся в Батум 21 мая. В ходе откровенных бесед с членами немецкой делегации позиция Грузии была подготовлена. В преддверии неизбежного распада Закавказской коалиции только несколько человек знали об этом секрете. Жордания, прибывшая из Тифлиса в качестве председателя Грузинского национального совета и лидера социал-демократической партии, всеми и в Грузии было поручено провести в жизнь основные акты в Тифлисе, а именно провозглашение независимости Грузии и самоликвидации Сейма. Поначалу ветеран меньшевистской партии, казалось, колебался. Создание небольших национальных государств не соответствовало марксистским идеалам. Однако, несмотря на все оговорки, Жордания вскоре принял практическую мудрость о реальной политике Чхенкеля и посвятил себя делу Грузии. Еще находясь в Батуме, он и Николадзе изучили карту Закавказья, на которой были обозначены границы Новой Грузии. Они также обсудили, на какие территориальные уступки в случае необходимости можно пойти туркам и татарам. Они всерьез не рассматривали отношения с армянами, поскольку сомневались, что Армения вообще когда-нибудь появится. Жордания встретился с ханом Хойским и другими татарскими лидерами, чтобы обсудить возможные будущие территориальные границы. Татары высказались за сохранение тройственного Закавказья, но если турки будут настаивать на поглощении одного из компонентов, они будут готовы к созданию двойного Закавказья. Не было необходимости уточнять, кто из 3 членов Федерации будет принесен в жертву. Незадолго до того, как 22 мая Жордания отбыл в Тифлис, он и грузинские члены Закавказской делегации одобрили подготовленный Аваловым проект Декларации независимости. Пути назад уже не было. 2 дня спустя Авалов и фон Визендонк заключили временный пакт. Чхенкеле в зашифрованном послании генерала Адишалидзе предупредил Национальный совет Грузии, что любая дальнейшая задержка с провозглашением независимости может иметь катастрофические последствия. Только независимая Грузия, находящаяся под защитой Германии, могла избежать турецкого вторжения. Уже было решено, граф фон Шуленбург будет выполнять функции представителя кайзера в Тифлисе. 25
мая помощник фон Лоссова получил готовые тексты, соглашения и доставил их на борт Нина Хорн. Именно тогда фон Лоссов сообщил закавказской делегации, что у него есть известие о надвигающемся крахе республики, и он отбудет за новыми инструкциями. Только грузины знали, что Нина Хорн направляется в ближайший порт Поти, где после провозглашения независимости члены нового грузинского кабинета официально подпишут документы. Авалов записал в своем дневнике: Мы полным ходом заканчиваем закулисную работу. На следующий день, 26 мая, он добавил: Делегация начинает разъезжаться, но необходимая секретная работа осталась незамеченной. Кажется, никто не подозревает о том, что произойдет сегодня и завтра. Тем временем в Тифлисе лидеры грузинских социал-демократов тайно встретились. Теперь Жордания отстаивал идеи независимой Грузии и поддерживал распуск Закавказской Федерации. Он выразил сочувствие армянам, которые оказались перед лицом неминуемой катастрофы. Однако он также заявил, что ответственность за эту трагедию лежит на политической партии, возглавляющей армян. Затем он в последний раз отправился в Батум, чтобы убедиться, что все на месте. Сразу после того, как фон Лоссов отплыл, в полночь 25 мая Жордания встретился с Хатисяном, чтобы объяснить, что из-за продолжающегося сопротивления армян турецким войскам и невыносимого хаоса в Закавказье, Грузия будет вынуждена провозгласить свою независимость. Реальность ситуации была очевидна, когда он сказал своему армянскому другу: Мы не можем утонуть вместе с вами. Наш народ хочет спасти то, что может. Вы тоже должны найти способ договориться с турками. Другого выхода нет. Час спустя Жордания уехал в Тифлис, чтобы стать свидетелем гибели Демократической Федеративной Республики Закавказье и помочь созданию независимой Республики Грузия. В период с 22 апреля по 26 мая решающие события Закавказья неуклонно набирали обороты. Турки вошли в Батум без боя, вынудив регион провозгласить независимость от России. Падение Карса вернуло Турции территории, уступленные в соответствии со статьей 4 Брест-Литовского мирного договора, и открыло путь к сердцевине Турана. Это также усилило взаимное недоверие между народами Закавказья. Попыткам договориться с врагом в Батуми препятствовали разногласия внутри Федерации и территориальные амбиции правителей Османской империи. Грузины и армяне поняли, что их единственная надежда на выживание в Берлине. Успех зависел от использования соперничества между Германией и Турцией, поскольку только решительная Германия могла сдержать экспансию Энвера Паши на восток. К 26 мая грузины достигли своей цели. Татары были удовлетворены тем, что турецкие войска продолжали свое наступление на юг Закавказья. Однако армянам не хватало дипломатической смекалки грузин, и в отличие от татар, у них не было прочных культурных, религиозных или расовых связей с захватчиками. Когда Закавказский сейм собрался, чтобы отметить свою кончину, армяне остались наедине со своей судьбой. Точно так же, как меньшевики выступили с инициативой провозглашения независимости Закавказья, они же привели к распуску Федерации. Подготовка к защите Германии и Грузии была уже завершена, когда во второй половине дня 26 мая Сейм собрался на свое заключительное заседание. Фракция социал-демократов призвала Ираклия Церетели выступить в защиту предложенной резолюции, объявляющей о самоликвидации Сейма. В своей речи Церетели точно описал отсутствие единства Федеративной Республики, ее исполнительном органе, законодательной власти и мирной делегации. Он утверждал, что каждый из закавказских народов находится на разном этапе национального развития и не может примирить свои устремления с устремлениями других. Он раскритиковал мусульман за их сочувствие врагу и поддержку его, отметив, что они радуются, когда турки вторглись в Закавказье и отказались поддержать законно созданное правительство. Армяне, напротив, приложили все усилия, чтобы оказать сопротивление врагу, но были вынуждены сдать многие из своих родных регионов. Учитывая эти реалии, партия меньшевиков пришла к выводу: Та часть Закавказья, которая все еще не оккупирована, область, которая все еще готова всеми силами сопротивляться оккупации и противостоять врагу, ведущему с нами переговоры, это, как мы знаем, Тифлисская и Кутаисская губернии, грузинский народ. Они остались одни, поскольку армяне были изгнаны, а мусульмане отвернулись от них. Фиктивное существование делегации Закавказья лишило этот народ возможности создать правительство, способное отстаивать его интересы. Мы, которые всегда говорили этому народу, что его спасение в единстве с другими, должны теперь сказать грузинам: в данный момент вы одиноки. Вы предоставлены самим себе, у вас нет правительства, нет делегации в Батуми.
Как бы ни было больно терять этих союзников, вы должны понимать, что вы предоставлены самим себе, и ситуация будет только ухудшаться, если вы будете цепляться за иллюзии о едином Закавказье. Если вы хотите спастись, вы должны создать свою собственную правительственную структуру. Реакция на заявление Церетели была разной. От имени фракции Мусават Рустамбеков приветствовал решение Грузии, но предостерег от необоснованных обвинений. Он отрицал, что мусульмане выступают за союз с Турцией, и обещал дружбу с другими народами Закавказья. Эсеры, выступавшие против независимости Закавказья, теперь осудили меньшевистскую резолюцию. Березов, председатель областного комитета эсеров, обвинил грузин в отказе от российской демократии и предательстве армян, заявив: Битва с врагом продолжается, армянские подразделения все еще сражаются, они остались одни, взывают о помощи, ищут союзников. С противоположной стороны зала грузинского национал-демократа Гвазава выразил удовлетворение тем, что социал-демократы, которые всегда выступали за централизм, теперь продвигаются к формированию национального правительства и установлению независимости. Столкнувшись с критикой, Церетели во второй раз выступил в защиту позиций меньшевиков и опроверг обвинения своих критиков, словно для того, чтобы успокоить социал-демократию, которую часто считали противником национализма. Он утверждал, что национальное самосохранение не противоречит принципам демократии. На самом деле, это выживание является лучшей основой для достижения высшего идеала – реализации социализма. После выступления законодательный орган совершил свой заключительный акт, приняв резолюцию, поддержанную меньшевиками. Поскольку между народами, создавшими Закавказскую республику, возникли принципиальные разногласия по вопросам войны и мира, и поскольку стало невозможным установить единый авторитетный порядок, выступающий от имени всего Закавказья, Сейм подтверждает роспуск Закавказья и слагает с себя полномочия. В 3 часа пополудни 26 мая 1918 года Демократическая Федеративная Республика Закавказья прекратила свое существование. Чхеидзе разослал некролог в столице 18 стран. Многие грузинские депутаты из ныне несуществующего Сейма остались в зале, поскольку менее чем через 2 часа там должен был собраться Национальный совет Грузии. Незадолго до 5 часов председатель совета Ной Жордания призвал собрание к порядку, поприветствовав членов и нескольких почетных гостей, включая графа фон Шуленбурга и высшее духовенство Грузинской православной церкви. Жордания рассказала о событиях, приведших к падению одного правительства и неизбежному появлению другого. Он объяснил, что Грузия должна спасти себя от нынешнего кризиса, и как только это произойдет, она поможет другим. Тысячи армян, проживающие в Грузии, будут защищены новой республикой, точно так же, как их и предки были защищены грузинскими царями. Придерживаясь тщательно спланированного графика, Национальный совет не терял времени на риторику. Жордания немедленно призвал к зачитыванию акта независимости Грузии. Декларация учреждала независимую демократическую республику, которая должна была сохранять нейтралитет в международных конфликтах, развивать дружеские отношения со своими соседями, гарантировать гражданские и политические свободы для всех граждан и обеспечивать защиту различных национальностей. Грузинское руководство единогласно одобрило этот закон, и Временное правительство назначено исполнительным комитетом Совета. Но Рамишвили стал первым председателем правительства и министром внутренних дел, в то время как Акаки Чхенкели, который уже продемонстрировал свою компетентность, стал министром иностранных дел. Грузия теперь была на пути к спасению. Немецкие солдаты, захваченные в плен во время Первой мировой войны и интернированные в Грузии, уже были освобождены и тренировались во дворе шведского консульства. Сразу после провозглашения независимости Грузии генерал фон Кресс приказал этим людям занять стратегически важные пункты в городе и выставить пикеты вдоль железной дороги. Над Тифлисом был поднят немецкий флаг. Председатель правительства Рамишвили быстро отбыл поездом в Поти. По пути к нему присоединились Чхенкели и другие грузины, вернувшиеся из Батума. В Поти генерал фон Лосов ждал их на борту судна Минахорн, где 28 мая было подписано Временное соглашение об урегулировании предварительных взаимоотношений между Германией и Грузией. Правительство Германии признало Республику Грузия и признало ее юрисдикцию над территорией, определенной в Брест-Литовском договоре. Таким образом, желанные Турцией западные территории Тифлисской и Кутаисской губернии были признаны частью Грузии. В обмен Германии было разрешено использовать железные дороги для переброски войск и снабжения, а также управлять железнодорожными станциями и портом Поти. Другие положения предусматривали обмен дипломатическими представителями и подписание официального договора как можно скорее. Были также заключены дополнительные соглашения, призванные удовлетворить
удовлетворить интерес Германии к грузинскому сырью. Перед тем, как Чхенкели, Николадзе, Авалов и другие национальные лидеры отплыли вместе с фон Лоссовым в Констанцу, генерал заверил их, что как только они окажутся в Берлине, правительство Германии будет сотрудничать в обеспечении признания Грузинской республики России. Амоа Ганжелян, прибывший в Поти незадолго до отъезда, был приглашен фон Лоссовым присоединиться к группе, направляющейся в Берлин. Оказавшись там, они могли бы представить дело Армении более влиятельным властям. Армения, опустошенная вторжением, переполненная беженцами и испытывавшая нехватку легкодоступных ресурсов, не могла немедленно получить защиту Германии, но в Берлине можно было чего-то добиться. Мусульмане Закавказья не были обеспокоены распадом Сейма. Менее поспешный, чем грузины, Мусульманский национальный совет собрался в Тифлисе 27 мая и одобрил предложение провозгласить Восточное и Южное Закавказье независимым государством. На следующий день было объявлено об официальном акте о создании Азербайджанской республики. Татар стали называть азербайджанцами. По ряду причин они оказались в наиболее выгодном положении среди народов Закавказья. Они были не только самыми многочисленными и широко распространенными, но им нечего было бояться турецкого вторжения. Напротив, они выиграли. Подавление армянских вооруженных формирований, уверенность в том, что Нагорный Карабах станет частью Азербайджана, и контроль над Баку, природной столицей республики, зависело от поддержки Турции. В то время как грузины и азербайджанцы укрепляли свои республики, армянские лидеры оказались не готовы к распаду Закавказской Федерации. Первыми их действиями стали взаимные обвинения. В ночь на 26 мая Национальный совет обвинил меньшевиков в предательстве и осудил независимость Грузии. Но никаких решительных шагов предпринято не было. Социал-революционеры и беспартийные возражали против независимости, опасаясь турецкого контроля, тогда как социал-демократы и популисты настаивали, что альтернативы нет. Дашнаки были расколоты. Аветис Агаранян, Рубен Терминасян и Арташес Бабалян выступали против независимости, а Симон Вратян и Хачатур Карджикян поддерживали ее. Вопрос отложили. В ту же ночь дашнакское руководство в Тифлисе решила, что Совет должен переехать в Ереван и взять власть в свои руки. Качазуни и Хатисян, вернувшись из Батума, подчеркнули, что выживание возможно только через независимость и мир с Турцией. 28 мая, после объявления независимости Азербайджана, Совет отправил Хатисяна, Качазуни и Пападжаняна в Батум для переговоров о мире от имени Независимой Республики Армения. Официальное заявление откладывалось. Только 29 мая на экстренном заседании дашнакских лидеров было решено провозгласить республику и назначить Аванеса Качазуни премьер-министром. Однако декларация Совета от 30 мая избегала слов «независимость» и «республика». Полное признание Республики Армения последовало лишь после военных успехов под Ереваном и подписанием Батумского мира. Путь к независимости армян был трагичен. Республика возникла неожиданно, под давлением внутренних и внешних факторов. Веками живя под чужим владычеством, армяне терпели несправедливость, но с подъемом национализма обратились к протестам и революции. В итоге на землях Армянской области, созданной в 1828 году, в 1918 году возникла республика. Однако это был лишь первый шаг на пути, полном новых испытаний. Четыре турецкие дивизии из состава 1 и 2 Кавказских корпусов выступили из Александрополя, продвигаясь к Каракилисе на востоке, Башапарану на юго-востоке и Сандарапату на юге. Несмотря ни на что, армяне прекратили отступление. Бежать было уже некуда. Пути в Тифлис и Персию были перекрыты, а враг наступал с разных направлений. Вооруженно татаро-курдские банды бродили по южной и восточной частям провинции. 24 мая генерал Назарбекян отдал приказ о контратаке из Каракилисы. В течение следующих 4 дней ожесточенные бои привели к большим потерям с обеих сторон. Шевки Паша, командующий турецкими войсками, направил 9-ю дивизию, и в рукопашном бою армяне были вытеснены из Каракилисы на позиции недалеко от Дилижана. Несмотря на это, армяне стойко держались на этом рубеже. На вновь оккупированных территориях турки отомстили за свои потери, убив тысячи жителей деревни. Тем временем на юге, вдоль дорог, ведущих к Еревану, шли не менее ожесточенные бои.
бои. Войска генерала Селикяна в Сардарапате под командованием полковника Даниэль-бек Перумяна и башапаранская группировка под командованием Дро находилась всего в 3 часах от Еревана. Несмотря на значительное численное превосходство, защитникам помогали мирные жители, которые привозили продовольствие, боеприпасы и другие предметы снабжения из района Еревана. 21 и 22 мая турецкая 5-я, 11-я Кавказская и 12-я пехотные дивизии нанесли удар, но армяне не отступили. После ожесточенных боев 24 мая османские войска впервые обратились в бегство, и это событие подняло боевой дух армян. В тот вечер Селикян обратился к солдатам, призвав их почтить жертвы своих предков, которые сражались, защищая свою веру и нацию. К 28 мая армяне были уверены, что Александрополь будет взят, а некоторые даже мечтали о наступлении на Карс. Но как раз в этот момент, когда они были на грани победы, Селикян получил приказ от генерала Назарбекяна прекратить военные действия. В Батуми было заключено перемирие, а армянские делегаты вели переговоры о мире. Поначалу армяне не хотели прекращать наступление. Многие призывали Селикяна продолжать борьбу, но он выполнил приказ. Несмотря на широкую критику за согласие на перемирие, армянское руководство было вынуждено признать реальность истощения запасов боеприпасов и приближения турецких подкреплений. В то время как 1 и 2 армянские корпуса соблюдали режим прекращения огня, генерал Андроник отказался. Он осудил Национальный совет и Даштактутюн за то, что, по его мнению, было предательством. Со своими войсками и несколькими тысячами турецких и армянских беженцев Андроник отступил через Нахичеван в Зангезур, надеясь соединиться с британскими войсками в Персии. Тем временем мирные переговоры продолжались, и 4 июня 1918 года был подписан Батумский мирный договор, определивший судьбу региона. Делегация Хатисяна поспешила в Батум. Срок действия турецкого ультиматума Закавказской Федерации истекал 29 мая, но Хатисян отметил, что ультиматум был направлен правительству, которого больше не существовало. Ханилбей, представитель Турции, продлил крайний срок на 24 часа. На следующий день Хатисян сообщил Халилу, что Национальный совет объявил себя высшим органом управления Арменией и уполномочен вести переговоры о мире. Вскоре после этого началась Батумская конференция, ознаменовавшая окончание короткого, но интенсивного конфликта в регионе. В ходе переговоров по территориальным вопросам турецкие делегаты очертили границу между Закавказьем и Османской империей, но не уточнили, какой участок границы будет разделять каждая из 3 республик. Также не были рассмотрены внутренние разногласия в Закавказье. Османский подход, по-видимому, был направлен на приобретение как можно большего количества земель, без вовлечения в конфликты между республиками. Попытки Хатисяна заручиться поддержкой Османской империи в отношении армянских притязаний на южные районы Тифлисской губернии и горные районы Елизаветпольской губернии были пересечены с самого начала. По Брест-Литовскому мирному договору османы уже вернули себе 3 санджака, отошедших к России в 1878 году. Теперь, предъявив права на Халкалаки и Ахалцих в Тифлисской губернии, Османская империя стремилась восстановить свои границы на уровне 1828 года. Однако на этом экспансия не закончилась. Аннексировав более половины Ереванской губернии, Османская империя простерлась бы дальше на восток, чем это было на протяжении веков. Халил и Мехиб, представляющие более умеренное крыло партии, предложили армянам Новобаязидский уезд и части Ереванского, Эчмиадинского и Александропольского уездов, площадь около 4000 квадратных миль. Объяснение Вехибом османской перспективы показало глубокую приверженность лидеров и джихадистов пантуранистским идеалам. Вы видите, что судьба влечет Турцию с запада на восток. Мы покинули Балканы и покидаем Африку, но мы должны расширяться на восток. Здесь наша кровь, наша религия и наш язык, и это обладает непреодолимым магнетизмом. Наши братья находятся в Баку, Дагестане, Туркестане и Азербайджане. Нам нужна дорога в эти районы, а вы, армяне, преграждаете нам путь. Требуя ван, вы закрываете нам доступ в Персию. Заявляя свои права на Нахичевань и Зангезур, вы препятствуете нашему продвижению в долину Куры и нашему доступу к Баку. Карс и Ахалкалак перекрывают наши пути в Ганзак. Вы должны отойти в сторону и дать нам место. Наш основной спор основан на следующем. Нам нужны 2 широких пути для продвижения наших армий и самообороны. Один маршрут проходит по маршруту Карс-Ахалкалак-Барчалу, ведущему в Ганзак. Другой проходит по маршруту Шарур-Нахичевань-Зангезур в долину Куры. Вы можете оставаться между этими двумя, в районе Новобаязита и Эчмиадзина.
Хатисян возражал, утверждая, что ограниченные территории, оставленные армянам, не могут обеспечить даже самое необходимое, и что армянский вопрос, будучи международной проблемой, не должен решаться таким образом. Он также предупредил, что предлагаемые границы посеют длительную вражду между двумя народами. Вихип ответил, что Турция с радостью пригласила бы всех мусульман в республике эмигрировать, чтобы предоставить армянам больше пространства. Он призвал, что армянский вопрос носил международный характер, и именно поэтому османское правительство решило поддержать независимость нового государства. Он отверг опасения по поводу вечной вражды, предположив, что все нации зарождались на небольших территориях и постепенно расширялись с течением времени. По его словам, сейчас важнее всего заложить основу для будущей турецко-армянской дружбы и взаимной защиты. 2 июня, после того, как известие о победе армян в Ереванской области достигло Батума, Вихип и Халил согласились на небольшую территориальную уступку в Александропольском уезде. Полоса земли между станцией Джаджур и горой Арагац на западе и дорогой Хамамну-Ереван на востоке, около 400 квадратных миль, была передана Турции. Однако на этом уступки Турции закончились. Вихип, поздравив армянских делегатов с победами Селикяна, Перумяна и Дро, предположив, что военный пакт сделал бы больше, чем что-то либо другое, для ослабления недоверия между двумя народами. Он предложил, чтобы армянские войска численностью в 10 тысяч человек объединились с османскими войсками для начала кампании в Персию. Александр Хатисян, сославшись на истощение армянского народа, отклонил предложение Турции. В полдень 4 июня 1918 года Хатисян, Качазнуни и Пападжанян подписали первый международный договор от имени правительства Армении. Этот договор, озаглавленный «Договор о мире и дружбе между имперским правительством Османской империи и Республикой Армении», состоял из 14 статей и 3 приложений. Вот вкратце. Установление мира и новых границ между странами. Османская империя обещала помогать Армении в поддержании порядка. Армения обязывалась вывести свои войска из Баку. Договор разрешал османским войскам свободно проходить через армянскую территорию. Подписаны договоры и соглашения об обмене военнопленными. Батумский договор подтвердил статус Армении как побежденной страны. Османская армия получала право беспрепятственного прохода через Армению. Создана смешанная комиссия для регулирования использования дорог. Османские представители Халил и Вихип поприветствовали азербайджанских делегатов Махмеда Хасана Гаджинского и Мамеда Эмина Расулзаде, подписавших договор. Грузия подписала соглашение с Турцией после переговоров в Поте, но Эрамишвили признал потерю Ахалкалаки и Ахалциха. Халил предупредил о возможном нападении на Грузию, если сопротивление продолжится. Подписано соглашение о разделении железнодорожного состава. Турция контролировала пути от Саракамыша до Джульфы. Грузия из Тифлиса в Баку, Батум и Каракелису. Азербайджан, Баку, Тифлис и Баку-Петровск. Армения получила 4 мили пути от Еревана до Нараговита и осталась с 2 локомотивами, 20 товарным и 1 пассажирским вагоном. 6 июня Качазнуни, Хатисян и Пападжанян вернулись в Тифлис, представив Батумский мирный договор Национальному совету. Население Ереванской губернии, вошедшей в состав Республики Армения, составляло около 30 тысяч из 2 миллионов российских армян, а также не менее равное число беженцев из турецкой Армении и территории, уступленной в Брест-Литовском и Батуми. На этой небольшой территории проживало около 100 тысяч мусульман. Перед отъездом делегация Хатисяна из Батума Вихип Паша пообещал освободить армян на уступленных территориях от воинской повинности и разрешил беженцам из районов между границами Бреста и Батума вернуться домой, кроме армян из Карсы и Батума. Армянский национальный совет создал комиссию для встречи с Казимом Карабекером в Александрополе, чтобы согласовать репатриацию, обмен пленными, вывод турецких войск из Каракелисы и использование османами транспортных маршрутов через Армению. Карабекер отказался разрешить возвращение беженцев или вывод войск из Памбака, ссылаясь на нарушение Батумского договора из-за нападения армянских банд и сопротивления местного населения османскому правлению. К середине июля 1918 года османские войска на юге Еревана достигли границ, установленных Батумским мирным договором, разместив пушки близ Эчмиадзина и Еревана. Создание Республики Армения происходило в трагических условиях, но сам факт ее существования к середине
1918 года был значим. Конфликт Германии с Турцией за вторжение в Закавказье вызвал протесты Берлина. Батумский договор нарушал германо-османские соглашения, и Германия стремилась установить контроль над регионом, признав Грузию и потребовав от Турции соблюдать Брест-Литовские границы. Немцы также рекомендовали османам смягчить отношения к армянам. Несмотря на это, Энвер Паша, руководивший реорганизацией турецких войск в Батуми, остался непреклонен к поддержке мусульман Закавказья, что усилило напряженность между Грузией и Арменией. Армяно-грузинские отношения обострились из-за территориальных споров и других факторов. Армяне чувствовали предательство со стороны Грузии, которая заручилась поддержкой Германии и контролировала богатство Закавказья. Грузины, в свою очередь, не доверяли армянам, доминировавшим в торговле и промышленности. Напряженность усилилась с прибытием армянских беженцев, что грузины восприняли как угрозу своей экономике. Проблема беженцев из-за Халкалака стала взрывоопасной. После вторжения османских войск около 60 тысяч армян бежали в горы Бакурьяне и Цалка, но грузинские войска заблокировали их путь. Беженцы 5 месяцев жили в ужасных условиях, подвергаясь нападениям. К моменту возвращения треть из них погибла от насилия, болезней и голода. Грузин обвинили в убийствах, а они, в свою очередь, обвинили армян в распространении болезней. Аналогичные инциденты произошли на грузино-азербайджанской границе, где армянских крестьян, преследуемых мусульманскими бандами, отбросили назад грузинские пограничники, что привело к гибели многих. Несмотря на напряженность в Тифлисе, армянские лидеры не спешили покидать город, который был их неофициальной столицей. После возвращения делегации Хатисяна Национальный совет начал формировать правительство Республики Армения. 9 июня Качазуни был назначен премьер-министром, но формирование коалиционного правительства затянулось до конца июня. Армянские социал-революционеры отказались присоединиться, а меньшевики выдвинули неприемлемые условия. Популисты обвинили Даштак Тютюн в катастрофическом положении дел и предложили Микаэля Пападжаняна на пост премьера, но это предложение оказалось непрактичным. Даштак Тютюн, опасаясь запятнать свою репутацию, настаивал на коалиции, но доминирование буржуазии в кабинете вызвало сопротивление. Не имея возможности сформировать коалицию, Качазуни 30 июня получил разрешение выбрать членов кабинета индивидуально. Он сформировал новый, меньший кабинет, где все, кроме беспартийного министра по военным вопросам, были дашнаками. Александр Хатисян, министр иностранных дел, Арам Манукян, министр внутренних дел, Хачатур Карджикян, министр финансов, генерал Аванес Ахвердян, военное дело. После утверждения правительства Национальным советом Армения уже месяц была независимой, но управление оставалось в руках Арама и Дро. Переезд правительства в Ереван затягивалось из-за отсутствия железнодорожного сообщения, турецких войск и бандитской активности. Национальный совет неохотно соглашался на переезд, считая Ереван скромной столицей. В середине июля Арам потребовал переезда, угрожая уйти в отставку. Качазуни поддержал его, и оппозиция согласилась. 17 июня правительство отправилось в Ереван через Тифлис-Баку, затем на автомобиле через Дилижан и озеро Севан. Грузинские власти не попрощались с ними, а армянский кабинет ждал на вокзале полуразрушенный поезд, что подчеркнуло напряженность между народами. Однако армянской делегации был оказан теплый прием, когда они въехали на территорию Азербайджана с музыкой и банкетами, отмечавших их прибытие. 19 июля они прибыли в Ереван, где их встретили Арам, Дро и генерал Назарбекян. Армения находилась в тяжелом положении, границы были закрыты, страну заполнили беженцы, не хватало еды, одежды и медикаментов. Плодородные земли оставались под турецкой оккупацией, население голодало. Зимой ситуация ухудшилась, более 200 тысяч сирот и беженцев погибли от голода, болезней и насилия. В разгар хаоса Качазуни формировал правительство. Из-за невозможности выборов 4 партии согласились расширить Национальный совет. Даштак Тютюн не возражала против дисбаланса в представительстве. Хархурт, законодательный орган, был сформирован из 18 дашнаков, 6 эсеров, 6 социал-демократов, 6 популистов и представителей меньшинств. На открытии присутствовали генералы и посланники Османской империи, Персии, Украины и Германии. 1 августа Аветик Саакян, председатель Национального совета, открыл заседание. Он рассказал о трагических событиях, приведших к созданию республики, и выразил оптимизм. Делегации Армении в Берлине и Константинополе добивались лучших условий, чем Батумский договор. Саакян верил, что идеал независимости воплотится в жизнь, и подчеркнул, что Армения будет соблюдать договоры и строить дружественные отношения с соседями. Он признал, что республика мала, но надеялся на изменение границ и признание прав на оккупированные земли. После выступления прозвучал гимн, и
и был поднят флаг Армении. 3 августа премьер-министр Качазуни представил программу кабинета, описав тяжелое положение в стране. 4 года войны, большевистская революция, уход русских войск и турецкое вторжение подорвали экономику, вызвав хаос. Тысячи беженцев зависели от скудных государственных ресурсов. Ситуация была катастрофической. Целью правительства было предотвратить развал страны и восстановить порядок. Социал-революционеры критиковали отсутствие конкретики и исключение России. Армянские марксисты выступали против независимости, поддерживая воссоединение с Россией. Правые фракции, включая дашнаков и популистов, поддержали консервативный подход. Левые воздержались. К концу лета 1918 года появился осторожный оптимизм. Союзные державы Великобритания, Франция и США укрепляли позиции, что повышало шансы на вытеснение турецких войск с Кавказа. 16 августа возобновились движения поездов из Еревана в Тифлис. Несмотря на уступки, турецкие военные контролировали ключевые регионы, и напряженность сохранялась. Халил Паша, командующий группой армии «Восток», посетил Ереван в конце августа, пообещав содействовать возвращению беженцев. Однако обещания Турции были непоследовательны, особенно в спорных районах Зангезура и Карабаха. Качазуни дистанцировал правительство Армении от конфликтов, утверждая, что армянские силы не участвовали в них, и призвал Турцию не поддерживать претензии Азербайджана на армяно-населенные территории. Правительство Армении сосредоточилось на выживании и международной поддержке, особенно от Германии, для расширения границ. Лидеры понимали, что их будущее зависит от событий в Европе, а не только на Кавказе. В ноябре 1918 года, после окончания Первой мировой войны, Армения обратилась за помощью к центральным державам и России. Армянские посланники, работая в тяжелых условиях, пытались облегчить страдания народа и обеспечить выживание республики. Они убеждали Советскую Россию, что моральное признание Армении сдержит исламские силы, угрожающие армянскому народу, и сохранит исторические связи с Россией. Армянские дипломаты в Берлине и Вене добивались защиты, подчеркивая ресурсы Армении, и предупреждали о крахе экономики, если турки не отступят. Они также попросили Османскую империю разрешить возвращение беженцев, урегулировать пограничные споры и поддержать Армению в территориальных конфликтах, надеясь, что признание Турции суверенитета Армении повлияет на Советскую Россию. Армянские представители пытались наладить отношения с белыми армиями Юга России и Центральной Радой в Киеве, чтобы получить оружие и зерно для армянского населения. Несмотря на трудности, их усилия были объединены, хотя меморандумы иногда противоречили друг другу. В Берлине армянские представители работали с апреля 1918 года, встречаясь с немецкими чиновниками, включая госсекретаря по иностранным делам. Их обращения были хорошо восприняты, и они призвали соотечественников в Западной Европе прекратить антигерманскую риторику. В июне Аму Аганджанян и Аршак Заграбян получили доступ к немецким дипломатическим каналам, что помогло в условиях ненадежной связи. Германия пообещала оказать давление на Турцию для выполнения условий Брест-Литовского договора. В начале июня армянские делегаты направились в Константинополь на конференцию по пересмотру Батумских договоров, надеясь вернуть утраченные земли. Летом Аганджанян, Заграбян и их коллеги привлекали внимание к тяжелому положению полумиллиона армянских беженцев, предупреждая о необходимости репатриации до зимы. Они также добивались вывода турецких войск из Ереванской и Тифлисской губерний и поддержка Германии армянских притязаний на эти территории, включая часть Елизаветопольской и Тифлисской областей. Однако к лету оптимизм в Берлине угас. Сообщения о голоде, болезни и насилии в Армении продолжали поступать, а конференция в Константинополе так и не состоялась из-за разногласий между центральными державами. Немецкие чиновники в Рейхстаге критиковали турок за нарушение Брест-Литовского соглашения, но османские лидеры настаивали на Батумском договоре и продолжали продвижение к Баку. Берлин был обеспокоен ситуацией в Баку из-за переговоров с Совнаркомом о будущем регионе. Германия, потерявшая инициативу на Западном фронте, нуждалась в кавказской нефти. Советская Россия под давлением антибольшевистских сил также стремилась улучшить отношения с Германией. Граф фон Мирбах представлял Германию в Москве, а Адольф Иоффе – СССР в Берлине. В ходе переговоров Германия признала суверенитет России над Баку, но с условиями. Часть нефти должна была поступать в Берлин, а Совнарком признавал особое положение Германии в Грузии. Степан Шаумян был проинформирован Сталиным, что Германия не должна вмешиваться в дела Армении
Армении и Азербайджана. Германия обещала поддержать Армению, оказывая давление на Турцию, но не признавала Республику Армения и не вмешивалась в дела Закавказья. Секретные переговоры стали известны, и армянские представители раскритиковали советскую стратегию, предупреждая о катастрофических последствиях. Их голоса проигнорировали, а убийство графа фон Мирбаха левыми эсерами привело к арестам некоммунистических армян. Германия продолжила переговоры, игнорируя инцидент. Аганджанян пытался убедить Иоффе в справедливости армянских требований. 8 августа он направил в Совнарком заявление, призывая признать Армению и протестовать против нарушения Турции Брест-Литовского договора. Чичерин ранее уже проинструктировал Иоффе выразить протест против действий Турции. Германия заверила Совнарком, что сдерживает турок, понимая, что оккупация Баку подорвет переговоры. Однако Энвер Паша, игнорируя это, начал наступление на Баку в конце июня. К концу мая 1918 года передовые подразделения 5-й турецкой дивизии достигли Генджи, которая к тому времени стала первой столицей Азербайджанской Демократической Республики. На следующий день после их прибытия турецкий генерал Нури Паша перебрался из Тебриза в Генджу и сразу же начал формирование Кавказской исламской армии. Эта армия состояла из 7-тысячного корпуса азербайджанских и других кавказских иррегулярных формирований, а также 5-тысячного корпуса регулярных османских войск, находившихся под командованием Нури Паши. Под его руководством Кавказская исламская армия начала устанавливать контроль Азербайджана над территориями, на которые они претендовали. Азербайджан, ранее не имевший собственной государственности, заявлял права не только на территории с преимущественно мусульманским населением, но и на районы, населенные исключительно армянами. Среди этих регионов особое значение имел Арцах, благодаря своему стратегическому положению. Он мог стать либо коридором, либо барьером между мусульманами Восточного Закавказья и Турции, в зависимости от того, кто его контролировал. При этом до 1918 года на Южном Кавказе никогда не существовало политического или административного образования под названием Азербайджан. Это название было взято вновь созданной республикой у одноименной провинции Ирана, расположенной на правом берегу реки Аракс. В период, когда Батумский договор был навязан Армении, сделав ее зависимой от Османской империи, Карабах оказался вынужден полагаться исключительно на собственные силы. Первое собрание армян Карабаха, созванное 22 июля 1918 года, провозгласило регион отдельным административно-политическим образованием и сформировало независимое правительство. 24 июля 1918 года была принята декларация правительства, в которой излагались цели вновь созданных государственных институтов. В документе подчеркивалось стремление к дружественным отношениям с демократическими силами других народов и провозглашалось право на самоопределение как основа деятельности. Для защиты населения от внешних угроз были созданы силы самообороны. 19 сентября Нури Паша отправил ультиматум. На втором съезде армян Карабаха вновь было отвергнуто требование Нури Паши, и участники высказались за сохранение статуса кво до проведения конференции между Кавказскими республиками с участием центральных держав. Было решено найти язык с турками, и что воевать не надо. 21 сентября делегация отправилась в Агдам, однако время ультиматума уже прошло. После захвата Баку Кавказской исламской армии 15 сентября 1918 года, что сопровождалось массовыми убийствами армянского населения, азербайджанское правительство при поддержке турецких сил попыталось подчинить Карабах и включить его в состав Азербайджана. К этому времени азербайджанская армия и мусульманское ополчение после двухнедельных боев захватили село Каракышлак, прервав связь между армянами Карабаха и Зангезура. 22-23 сентября уничтожили ряд сел и часть населения Караглух и другие села Хачена. Сражения были в Джанаберде. Учитывая судьбу армян Баку и узнав о продвижении 5000 солдат армии ислама через Аскеранский перевал, Третий съезд армян Карабаха вынужденно подчинился требованиям Нури Паши. 24 сентября в Шушу вошли войска Джавидбея вместе с представителем Азербайджана Исмаилом ханом Заядхановым. Однако попытки турецких войск продвинуться вглубь Нагорного Карабаха в направлении Варанды, Хачена, Джаберда и Мартакерта были остановлены местными армянскими отрядами самообороны
и завершились провалом. Сельские районы Карабаха продолжали сопротивляться Нури-Паше и Азербайджану, и последним так и не удалось установить там контроль. Партизанские лидеры обратились за помощью к Андронику, который к концу октября сосредоточил свои силы у сел близ Гирюсов. Получив гарантию поддержки от карабахских и зангезурских лидеров и выждав еще 10 дней, по просьбе мэра Шуши Герасима Мелих Шахназаряна и главы варандинских партизан Сократа Бека Мелих Шахназаряна, пытавшись договориться с азербайджанскими лидерами о ненападении на Андроника, что не увенчалось успехом. Андроник двинулся в сторону Шуши, однако, едва справившись с мусульманским ополчением султана Бекова Султанова, он был остановлен по приказу генерала Томпсона. Шушикент и другие окружающие села Шуши были захвачены турками, и они подошли к Мысмана к 17 октября. 18 октября армянские войска, отклонившие ультиматум, адресованный командующему Мелику Шахназаряну о сдаче Варанды, заблокировали пути отступления турок и в течение всего дня сражались с ними у села Мысмана. В итоге турки ночью бежали и вернулись обратно в Шуши. Забегая наперед, после поражения Османской империи в Первой мировой войне, она была вынуждена вывести свои войска с Южного Кавказа. В соответствии с условиями Мудросского перемирия, на смену османским войскам пришли британские силы. Изначально британское командование во главе с генералом Томпсоном, руководившим британскими вооруженными силами, отказалось признавать азербайджанское правительство, заявив, что оно было создано в результате османских интриг и не отражало волю народа. Однако, стремясь укрепить свои позиции в Азербайджане, 15 января 1919 года британское командование уведомило население Зангезура и Карабаха о том, что азербайджанское правительство назначило Хасрова Бека Султанова временным генерал-губернатором в провинциях Зангезур, Шуши, Джаваншир и Джабраил, ранее входившие в Елизаветопольскую губернию Российской империи. Британцы также заявили, что султанов пользуется их поддержкой. Одновременно британская военная миссия потребовала полного разоружения армянского населения Карабаха. Однако армяне Карабаха отказались признавать Султанова генерал-губернатором. В результате его власть фактически распространялась только на мусульманское население, в то время как армяне продолжали управляться своим национальным советом. 19 февраля 1918 года 4-е собрание армян Карабаха, в состав которого входили представители Варанда, Низака, Хачена, Джаберда и Шуши, направило телеграммы правительству Азербайджана, представителю союзных держав генералу Томпсону, правительству Республики Армения и армянской делегации на Парижской мирной конференции. В телеграмме собрание выразило категорический протест против назначения Султанова генерал-губернатором и попыток азербайджанского правительства подчинить себе армянский Карабах. В тексте телеграммы говорилось: руководствуясь принципом права народов на самоопределение, армянское население Карабаха уважает право на самоопределение соседнего народа, но решительно выступает против действий правительства Азербайджана, направленных на нарушение этого принципа в отношении армянского Карабаха, который никогда не признавал и не признает власть Азербайджана. Параллельно собрание разработало временный устав для армянского Карабаха, предусматривавший создание регионального совета с центром Шуши. Совет должен был состоять из 7 армянских и 3 мусульманских представителей, пропорционально численностью населения, до принятия окончательного решения Парижской мирной конференции. По специальному соглашению в Совет могли быть включены по одному представителю от Республики Армения и Республики Азербайджан. Согласно проекту устава, глава британской миссии в Шуши получал право контролировать деятельность Совета. Этот проект стал максимальной уступкой, на которой собрание было готово пойти в отношении британского командования. Однако британская сторона отклонила предложение карабахских армян. Британское командование продолжало настаивать на принципе азербайджанского генерал-губернаторства, хотя и говорило, что это временная мера, зависящая от будущего решения мирной конференции. Битва за Баку началась после установления советской власти в апреле 1918 года. Первоначально дашнаки и большевики сотрудничали в обороне города. Однако прибытие османских войск под Гянджу усилило угрозу Баку. Советские войска перешли в контрнаступление, продвигаясь вперед в течение 3 недель. Прежде чем в начале июля были отбиты объединенные контратакой турок и исламистов. С подкреплением из казаков полковника Лазаря Бечерахова советские войска удерживали свои позиции
Турции, но к 1 августу они были отброшены на рубежи близ Баку. Столкнувшись с наступлением Турции, Бакинский совет обратился за внешней поддержкой. Несмотря на приказы Ленина избегать британской помощи, армянское население Баку, отчаянно нуждавшееся в помощи, призывало британцев вмешаться. Генерал-майор Леонел Данстервилл, возглавлявший британскую экспедиционную группу, прибыл летом 1918 года. После переговоров с представителями Баку он пообещал британскую поддержку. 25 июля, когда турецкие войска приблизились к Баку, советское руководство, поддержанное эсерами, меньшевиками и дашнаками, обратилось за помощью к Великобритании. Это решение привело к резкому изменению стратегии обороны, и большевистское руководство неохотно согласилось разрешить британским войскам вступить в бой. Несмотря на внутренние разногласия, советское руководство продолжало борьбу с контрреволюционерами. Вопрос о административной юрисдикции оставался неясным в течение недели, последовавшей за уходом большевиков из Совнаркома. Хотя они ушли с официальных постов, они все еще оставались на своих должностях. 28 июля Шаумян председательствовал на коммунистической конференции и заявил, что правительство не сдастся без боя, призвав к большевистской мобилизации. Просьбы о помощи были направлены в Совнарком России, но ответ Ленина от 29 июня был расплывчатым. Мы пошлем войска, но не можем дать определенного обещания. Обещанная помощь не поступала, и бакинские большевики все больше впадали в уныние. 31 июля Бакинский Совнарком официально подал в отставку, и на следующий день его сменила Центрально-Каспийская диктатура, коалиция, возглавляемая социал-революционерами. Советское правительство в Баку пало. С падением Совнаркома большевистские воинские части покинули свои позиции. В довершении всего казачьи отряды Вечерахова покинули фронт и направились на Северный Кавказ. 5 августа Кавказская исламская армия продвинулась к центру Баку, оборона которого теперь состояла в основном из армян. Боевые действия переросли в борьбу между армянами и мусульманами. Защитниками, используя тактику обхода с флангов, удалось заставить турков отступить. Однако турецкой дивизии пришлось ждать подкрепления, которое уже находилось в пути из Александрополя. Битва 5 августа стоила армянам нескольких сотен жизней. В Баку прибыл первый британский контингент во главе с полковником Стоксом. Было много волнений, но они быстро сменились разочарованием. Вместо ожидаемых тысяч солдат высадилось менее сотни. К 17 августа, когда генерал Данстервилл прибыл с последним подразделением, численность британского гарнизона составляла всего лишь около 1500 солдат. Некоммунистические лидеры в Баку начали сожалеть о своем решении пригласить Данстервилла. Этот шаг привел к выводу такого же количества большевистских войск и вызвав еще большую ярость российского правительства. Ситуация ухудшалась из-за напряженных отношений между британским командованием и Центрально-Каспийской диктатурой. Британские офицеры подвергли резкой критике военную стратегию бакинского правительства, а также трусость и неорганизованность его войск. В свою очередь британцев обвинили в эгоизме, обмане и предательстве. Даже если бы обе стороны идеально сработались, их объединенных сил, скорее всего, было бы недостаточно, чтобы противостоять Азербайджано-османскому наступлению. С прибытием британцев большевики в Баку решили уйти. 14 августа 17 кораблей, груженных солдатами Красной Армии и огромным количеством военного снаряжения, отплыли в Астрахань. Обвинив большевиков в государственной измене за то, что они лишили защитников города снабжения, Центрально-Каспийская диктатура приказала Каспийской флотилии блокировать корабли большевиков. В течение 3 дней все корабли, кроме одного, были вынуждены вернуться в порт, а бывшие члены Совнаркома были заключены в тюрьму. За событиями в Баку внимательно следили Москва, Берлин, Вена и Константинополь, а также представители Армении. Вмешательство Великобритании в ситуацию еще больше осложнило ситуацию. Это поставило в неловкое положение армянских дипломатов и угрожало подорвать почти завершенный германо-российский дополнительный договор. Это также подтвердило предупреждение Энвера Паши и ослабило решимость Германии сдерживать турок. Несмотря на ухудшение ситуации в Баку, 27 августа 1918 года советский представитель Иоффе, государственный секретарь Германии фон Хинце и сотрудник Министерства иностранных дел Йоханнес Криге подписали Брест-Литовский дополнительный мирный договор. Раздел 5 договора касался Кавказа и включал следующие положения. Первое. Россия не будет возражать против признания Германии и Грузии. Второе.
Германия откажется содействовать военным операциям третьей державы Турции за пределами границ Грузии. Третье. Германия приложит все усилия для предотвращения проникновения третьей державы в регион Баку. Четвертое. Россия будет поставлять в Германию либо четверть добываемой в Баку нефти, либо определенный ежемесячный минимум. Этот договор укрепил международный статус Грузии, но ослабил позиции Армении, поставив под серьезную угрозу цель Энвера Паши установить господство в регионе. Военный министр Османской империи быстро мобилизовал подразделения для нанесения удара. Несмотря на официальную политику Берлина, некоторые влиятельные немцы теперь поддерживали Энвера. Когда Энвер и генерал фон Сект проинформировали военное руководство Германии о том, что британское присутствие в Баку требует решительного ответа, посол Бернсторф согласился, а Людендорф призвал Министерство иностранных дел присоединиться к турецкой логике. Немецкие военные пришли к выводу, что османов необходимо впустить в Баку, и в ответ они развернули часть своих сил для обеспечения безопасности поставок нефти в регион и соблюдения нефтяного соглашения с Россией. Соглашение встретило сопротивление, особенно со стороны армян, которые опасались, что в результате Армении пожертвует, чтобы умиротворить турок. В начале сентября Аганджанян отправился в Вену искать защиту у Австрии, предложив экономические ресурсы Армении в обмен на военную помощь. Однако Австрия, опасаясь поссорить своих немецких и турецких союзников, отказалась вмешиваться напрямую, хотя они и предположили, что если османы допустят вмешательство Австрии, вопрос может быть пересмотрен. Тем временем армянские представители в Константинополе встретились с австрийскими официальными лицами, но Австрия была не в состоянии предпринять какие-либо действия. К началу сентября дипломатические усилия Армении в Москве, Берлине и Вене не увенчались успехом. По иронии судьбы, Армянская республика обратилась к Талате Паше, который направился в Берлин, чтобы попытаться отменить соглашение от 27 августа. Незадолго до отъезда Талат пообещал армянской делегации в Константинополе, что, находясь в Берлине, он потребует от Германии признания их республики. С точки зрения турков, слабое и зависимое армянское государство было предпочтительнее, чем возвращение региона в состав России. Когда Талат прибыл в Берлин 7 сентября в сопровождении графа Бернсторфа, он узнал, что Германия и Россия накануне ратифицировали Брест-Литовский дополнительный мирный договор. Он был взбешен, но оказался в трудном положении, поскольку приехал не только для того, чтобы отменить мирный договор, но и для того, чтобы получить дополнительную военную помощь от Германии. Британские войска прорвали оборону в Палестине и продвигались на север, в то время как Болгария уже начала принимать меры по выходу из войны. Тем не менее, Талат призвал правительство Германии признать особый интерес Турции к населенным мусульманами районам России и признать османское влияние в Закавказье, включая признание армянского и азербайджанского государств, которые были созданы с одобрения Турции. Позиция Германии была непоследовательной. В то время как военные поддерживали наступление Турции на Баку, Министерство иностранных дел настаивало на том, чтобы османы соблюдали Брест-Литовский мирный договор и отошли к восточным границам Карса и Батума. Надеялись как на признание Германии, так и на уход Османской империи. Поддержали как Талата, так и Министерство иностранных дел Германии. Однако Аршак Заграбян раскритиковал эту противоречивую политику. Он утверждал, что договор от 27 августа поместил Армению в сферу влияния России, и как Совнарком, так и Германия, скорее всего, вынудят османов покинуть Ереванскую область. В этом контексте Заграбян считал, что требование создания независимой республики играет на руку туркам. Талат добивался признания Германии Армении не из добрых побуждений по отношению к армянам, а потому, что это позволило бы Турции сохранить территории, приобретенные по Батумскому договору от 4 июня. Взгляды Заграбян не разделяли ни Аганджанян, ни другие представители Армении в России и Константинополе, которые продолжали настаивать на признании. Результатом поездки Талата в Берлин стало составление протокола, который был подписан 23 сентября великим визиром и министром иностранных дел Германии фон Хинце. Ключевыми пунктами протокола были: Первое. Османская империя была готова признать Азербайджан, Грузию и Армению. Второе. Германия была готова признать Грузию, но не смогла признать Армению или Азербайджан. Третье. Если бы российско-турецкий конфликт возник из-за признания Османской империей двух закавказских государств, Германия попыталась бы выступить посредником в этом споре. Четвертое.
Турция согласилась вывести все воинские подразделения из Азербайджана и Армении. Впоследствии Германия попыталась убедить Совнарком отказаться от своих возражений против признания этих республик Османской империей. 5. Правительство Османской империи заявило о своем намерении создать отдельные государства на Северном Кавказе и в Туркестане, но понимало, что Германия не сможет поддержать это начинание. 6. Правительство Германии намерено повлиять на государства Закавказья, чтобы они предоставили все экономические ресурсы, включая нефть, в распоряжение всех 4 центральных держав. 7. Германия признала интерес Турции к Крыму, а Турция обязалась обеспечить благоприятное отношение к немецким колонистам в Азербайджане. 8. Османские войска должны были уйти из Персии, как только завершатся операции против британцев. Окончательное германо-турецкое соглашение, достигнутое в годы войны, было расценено армянами как победа. Османы должны были отступить в Карскую область, что позволило республике вернуть часть Ереванской области. Хотя Германия официально не признала Армению, она оказала бы давление на Россию, чтобы добиться косвенного признания. Армянские послы поначалу были в восторге от соглашения, но их радость была омрачена известием о том, что за неделю до подписания протокола от 23 сентября турецкие войска вошли в Баку и устроили резню тысяч армян. Пока Талат и фон Хинце вели переговоры в Берлине, Энвер Паша приказал Халил Паше, командующему восточной группой армии, возглавить бакинскую операцию. В первые дни сентября около 15 тысяч османских и азербайджанских солдат возобновили наступление, а 15-я дивизия двинулась к Дербенту, чтобы перекрыть сообщение между Баку и севером. К 13 сентября защитники отступили в пригороды города. Генерал Данстервилл готовился эвакуировать свой небольшой британский контингент и призвал Центрально-Каспийскую диктатуру к переговорам о капитуляции Баку. К утру 14 сентября мало кто верил, что Баку сможет выстоять. Неугомонные мусульмане в городе начали проявлять больше мужества, готовясь к освобождению. Данстервилл, не желая рисковать потерей всего его отряда, отклонил просьбу Центрально-Каспийского командования продержаться день или два для эвакуации гражданского населения. В тот же вечер, под покровом темноты, британцы беспрепятственно направились в Энзеле, куда они первоначально прибыли. Паника в Баку была невероятной. Христианское население устремилось к гавани, забиваясь на все доступные суда. Почти половине из 70 тысяч бакинских армян удалось спастись от турецкого возмездия, отправившись в Энзеле, Астрахань или Красноводск. Остальные остались позади. Утром 15 сентября Армянский совет и Центрально-Каспийская диктатура отплыли на одном из последних кораблей, поскольку христианские кварталы города уже были окутаны дымом. Халил и Нури воспрепятствовали вводу регулярных османских войск в Баку, чтобы сохранить вековую исламскую традицию мародерства в непокоренных городах. Подчиненные Энвера Паши запретили людям генерала фон Крёса участвовать в нападении и проигнорировали просьбы о снисхождении со стороны немецких офицеров и бакинских консулов нейтральных стран. Город был наводнен мусульманскими бандами и регулярными войсками, и даже регулярными османскими полками, которые безжалостно грабили и убивали. Было уничтожено имущество на 1 миллиард рублей и убиты тысячи христиан. По самым скромным подсчетам, число убитых армян составляет около 10 тысяч. Но некоторые источники утверждают, что было убито от 20 до 30 тысяч христиан. 16 сентября османские дивизии вошли в Баку на параде Победы, который проводило турецкое командование, и которые приветствовали тысячи ликующих мусульман. Ненавистные большевики и армяне были изгнаны, и азербайджанское правительство Фатали хана Хойского смогло триумфально переехать из Ганджи в Баку. Захват Баку турками был явным нарушением Брест-Литовского дополнительного договора. Комиссар иностранных дел Чечерин обвинил немцев в неспособности сдержать турок и предотвратить их вторжение в Баку. В ответ статс-секретарь по иностранным делам Германии упрекнул Россию в нарушении пункта договора о защите от клеветы. Недолговечное соглашение между Берлином и Москвой быстро начало разрушаться. 20 сентября Чечерин поручил Тоффе лично выразить протест и передать послание представителям Османской империи в Берлине, по сути аннулирующее Брест-Литовский мирный договор. Совнарком осудил турок за зверство,
Кургана, совершенный во время наступления через Карс, Ардаган и Батум, и подверг критике абсурдный плебисцит, проведенный в 3 санджаках, якобы в соответствии с договором. Заявление Турции о том, что агрессорами в Баку были незаконные вооруженные формирования, опровергается фактами. Учитывая недобросовестность и обман турецкого правительства, Совнарком счел, что может признать этот договор недействительным. Хотя Иоффе обнародовал содержание советского протеста, он отложил его официальное представление, чтобы дать туркам время пойти на уступки. Талат поручил послу Османской империи в Берлине Рифат Паше провести переговоры с Иоффе. В ходе переговоров по урегулированию ситуации на Кавказе советский дипломат потребовал немедленного вывода турецких официальных лиц и вооруженных сил с территорий к востоку от границы Бреста и оккупации Кавказа. Совнарком также потребовал возмещения ущерба, причиненного походом Османской империи на Баку. Талат пообещал, что после консультации с Османским кабинетом министров он ответит на ультиматум через Рифата Пашу. 3 октября Рифат сообщил Иоффе, что османское правительство согласилось соблюдать Брест-Литовскую границу и вывести свои дивизии с Кавказа. Однако османы конкретно не заявили, что все нерегулярные войска будут отозваны. Тофе предпочел не рассматривать этот ответ как принятие ультиматума и в тот же день выступил с осуждением Турции от имени Чечерина. К началу октября Советам стало ясно, что центральные державы находятся на грани краха, и они, вероятно, ожидали официального расторжения Брест-Литовского соглашения. Советская тактика вызвала резкий протест со стороны министра иностранных дел Османской империи Несими Бея. 6 октября он направил телеграмму в Москву, в которой выразил удивление заявлениями Совнаркома и утверждал, что действия Турции не были недобросовестными или незаконными. Он указал, что правительство Закавказья отвергло брестские границы и что Россия не имела права судить о законности результатов плебисцита в 3 санджаках. Действия Турции в Баку были вызваны британским присутствием в этом регионе. 10 октября Чечерин отверг обвинения Несими, подтвердив, что Турция нарушила положение Брест-Литовского соглашения. Несмотря на эти предупреждения, армянская миссия продолжала преследовать свои цели, одной из которых был вывод турецких войск из районов Лори и Памбак. Однако достижение этой цели осложнялось претензиями Грузии на эту территорию, в то время как армянская делегация настаивала на немедленной эвакуации Памбака, входящего в состав Ереванской губернии. Они колебались в вопросе о Лори. Хатисян выразил Аганджаняну обеспокоенность по поводу возможности оккупации Лори грузинами при поддержке Германии, как только турки уйдут. Он призвал своего коллегу лоббировать действия правительства в Берлине, подчеркнув, что Лори, хотя и является частью Тифлисской губернии, является неотъемлемой частью Армении. После того, как этот аргумент будет приведен, его можно будет более убедительно представить в Константинополе. К концу июля Хатисян сообщил, что османские власти согласились очистить обе территории и позволить армянским войскам занять их. Хотя он скептически относился к искренности соглашения. До середины июля турки наступали в районе Еревана и мобилизовали тысячи мужчин из Памбака на принудительные работы в Эрзерумском вилаете. Несмотря на свои сомнения, Хатисян понимал логику турецкого отступления. Турки, скорее всего, поддержали бы притязание Армении на эти территории, поскольку включение их в состав Грузии принесло бы пользу немецкому протекторату с медными рудниками и дополнительными железнодорожными линиями, в то время как аннексия зависимым армянским государством лучше защитила бы турецкие интересы. Однако проблема оставалась нерешенной, поскольку турецкие полки по-прежнему укреплялись в Ларе-Памбаке. Даже когда в октябре они были вынуждены отступить, что вызвало более широкую конфронтацию между армянами и грузинами, напряженность на Кавказе сохранялась. В августе Энвер пошел на небольшую уступку, позволив армянам вернуться на территорию, расположенную в 20 километрах к востоку от железной дороги Александрополь-Джульфа. Хатисян раскритиковал это предложение, поскольку на узкой полоске земли было мало деревень, а многие беженцы были из других районов. Несмотря на то, что существенного прогресса достигнуто не было, в сентябре под давлением Германии Энвер пошел на дальнейшие словесные уступки в вопросе репатриации беженцев из Алхалкалаки. Несмотря на эти обещания, армянские беженцы оставались перемещенными лицами на протяжении всей Первой мировой войны. Срочная потребность в продовольственной помощи была тесно связана с кризисом беженцев. Армения столкнулась с острой нехваткой продовольствия. Ранее регион импортировал пшеницу с плодородных хлебных полей Российской империи, но эти поставки прекратились. Турецкая оккупация
оккупация основных сельскохозяйственных угодий в Ереванской губернии усугубила проблему, в то время как разрушение военного времени и перемещение беженцев еще больше уничтожили оставшиеся посевы. Агаранян и Хатисян обратились к османским властям с просьбой побудить Азербайджан продать часть излишек зерна Армении. Однако просьба была отклонена, поскольку Азербайджану было бы политически сложно оказывать помощь армянам, находясь в состоянии военного конфликта. Делегация также добивалась экономической помощи от Украины, которая вступила в союз с центральными державами. Ментор Бунятян, армянский экономический советник, предложил, чтобы небольшая часть богатого украинского зерна экспортировалась через Черное море в Батум или Поти, а затем доставлялась в Ереван. Хотя представители Украины обещали выступать за это, нет никаких свидетельств того, что зерно когда-либо попадало в Армению, вероятно, из-за проблем с логистикой и поражения центральных держав. В условиях этих трудностей армянская делегация старалась убедить официальных лиц Турции и центральных держав в том, что Армения не сможет выжить или процветать на бесплодных землях Закавказья. После возвращения Талата из Берлина были даны еще больше обещания. Великий визирь заявил, что османское правительство готово предоставить армянам больше, чем они просили в предыдущие месяцы. Хатисян написал Ганджаняну, что этот сдвиг в политике Турции, вероятно, был вызван неблагоприятным ходом войны. Однако он предупредил, что армяне должны действовать быстро, поскольку было бы глупо ждать, пока западные союзники создадут жизнеспособное армянское государство. Он поставил под сомнение значение обещаний, данных Ллойд Джорджем, Клемансо и Вильсоном, и подчеркнул необходимость создания Армении собственного правительства с помощью Турции. После формирования кабинета Изет-Паши в октябре он несколько раз встречался с представителями миссии Агараняна. Изет знал, что его главная задача вывести Турцию из войны, и он стремился убедить армян в том, что мирное урегулирование возможно. Он предположил, что турки и армяне пришли к соглашению, и в ответ османское правительство отозвало бы все свои войска из Закавказья, освободило бы армян, которые были принуждены к труду, и выплатило бы компенсацию, а также помогло бы воссоединиться армянским семьям. Однако турецкая Армения по-прежнему не упоминалась. 24 октября Агаранян написал Изету, предлагая отозвать Шевки и Нури-Пашу, которые причинили значительные страдания армянам, и требуя, чтобы армянам, находящимся в Баку, разрешили уехать по железной дороге или морем. Османское правительство согласилось быстро эвакуировать свои войска с Кавказа. Когда армянская делегация готовилась к возвращению в Закавказье, Рауф Бей встретился с Хатисяном. Рауф направлялся в порт Мудрос для переговоров о перемирии и призвал армян присоединиться к нему, чтобы показать, что вражде между двумя народами положен конец. Взамен османское правительство было бы уступить Карс и Ардаган, восстановить международную границу 1914 года и даже отдать часть Алашкертской долины. Армяне, однако, не поплыли с Рауфом, а вместо этого вернулись в Батум. К ноябрю 1918 года вопрос о будущем Армении все еще оставался неопределенным. Министр иностранных дел Армении выразил обеспокоенность по поводу расплывчатости союзнических обязательств, особенно учитывая секретные договоры между державами Антанты. Судьба Армении все еще оставалась нерешенной, и Хатисян подчеркнул, что Армения должна быть независимой и единой под защитой Соединенных Штатов. Идея создания конфедерации с турками или русскими была отвергнута. В последующие месяцы путь Армении к независимости был сопряжен с трудностями. Несмотря на окончание войны и вывод османских войск, ситуация оставалась нестабильной. Мудросское перемирие, подписанное 30 октября 1918 года, было встречено армянами с некоторым торжеством, но также вызвало обеспокоенность из-за расплывчатых положений, касающихся Армении. Перемирие позволило союзникам занять стратегические пункты в Армении и потребовало вывод турецких войск из Закавказья, но оно не гарантировало возвращение Карса, Ардагана или русско-турецкой границы 1914 года. Армяне опасались, что Турция может сохранить контроль над этими районами. Более того, в последние недели войны Изет-Паша позволил турецким офицерам вступить в азербайджанскую армию, что еще больше осложнило ситуацию. К началу декабря османские подразделения покинули Ереванскую губернию, но ситуация в регионе оставалась нестабильной. Турецкие офицеры и солдаты оставались в южных районах региона, помогая
местному мусульманскому населению сопротивляться армянскому контролю. Окончание Первой мировой войны ознаменовало новый этап для Республики Армения, поскольку она начала восстанавливаться после разрушений, причиненных войной. Однако реальность независимости Армении была сложной. Страна была обезлюдевшей и столкнулась с огромными проблемами, как внутри страны, так и за ее пределами. Путь к независимости был долгим и болезненным. И несмотря на обретение независимости, в мае 1918 года будущее Армении было неопределенным. Армяне по-прежнему будут сталкиваться со сложными вопросами, затрагивавшие их статус в международном сообществе и отношения с соседними державами.